Здорово пиратам, остальным соболезную. Сегодня поговорим про фарм голды на WoW Ascension. Как буквально за несколько часов спокойного фарма можно накопить себе на ту же самую альфу. Интересует? Присаживайся поудобнее, ставь свой палец вверх. Приятного аппетита. У микрофона Ирасик, а мы начинаем. Ну и перед началом видео я бы хотел вас оповестить о том, что видео будет розыгрыш 29 сентября. На стриме я его проведу. Естественно, розыгрыш будет в виде голды, как мы и любим. Для участия в нем нам понадобится: первое, поставить лайк и подписаться на канал. Второе, написать сообщение, в котором как минимум будет ник вашего персонажа и реал. Писать желательно сообщение со словом ник, то-то, то-то, реал, то-то, то-то. Реал мы, напомню, Сирус, Ascension, либо Nighthold за Орду. Думаю, голдишка нужна каждому. А мы переходим к видео. Начнем вообще с того, сколько способов фарма я обнаружил, насколько они профитные и на каком уровне ими можно заниматься. Один из способов фарма будет доступен для лоу-левелов. Естественно, лоу-левел не нафармит миллионы голды, однако поднимет себе голд на того же первого маунта за 10 золотых. Второй способ будет создавать чистую голду, а третьим способом, по моему мнению, самым эффективным для фарма, вы уже и будете себе копить голд на ваши нужды. Будь то купить второй спек, маунта или ту же альфу. Начну я, наверное, с первого способа, которым можно будет фармить даже на лоу-левеле. Во время прокачки до 60 уровня вам будет выпадать много разного шмота. Вещи будут вам выпадать зеленого или синего качества. Последний нас и интересует. Дело в том, что в игре есть механика чарок. Причем она кастомная, и дело сейчас идет вовсе не о профессии наложения чар. Если вы уже играли на сервере, то считаю могли заметить, что на некоторых ваших вещах нарисованы непонятные картинки с надписью, в которых были буковки и циферки. Это как раз и есть чарки. Прикол в том, что чарки эти можно доставать из предметов с помощью мистических алтарей, которые обычно ставят игроки. Так вот, ближе к делу. Вас должен интересовать абсолютно весь шмот синего редкого качества и выше, который можно передавать. Из зеленых вещей чарки достать нельзя. Тут и все дело начинается. Обычно на сервере люди качаются до 60 уровня двумя способами. Первый способ – это фарм инстов, из которых падает много дропа, где есть эти самые редкие предметы и сумки в конце. Второй способ – фарм БГ, в конце которого вам также дают сумку с предметами, где есть как и зеленые шмотки, так и синие. Причем шмоток там падает не одна, а штук 5 с плюсом. В общем, заболтался я. Выставляем весь синий шмот, который вам упал, по 9 голды 99 серебряных. И молимся всем богам, чтобы именно вашу шмотку купили игроки. Если вы любитель полазить по аукциону, можете вписать название чарки в ауке и посмотреть, сколько она минимально стоит. Естественно, смотрите на предметы синего качества, а не зеленого. Насчет синих предметов, их можно покупать по 45 серебряных у продавца PvP предметов в столице. Люди, кстати, так и фармят, покупая медальоны Альянса или Орды, ставят туда чарку и выставляют ее на аукцион. Помните, что чарки не стоят все одинаково, и обычно чем лучшего качества чарка, будь то зеленая, синяя, фиолетовая или рыжая легендарная, тем больше она стоит, но это не всегда так. На таком фарме я собрал не так много, но первые 100 золотых поднять у меня получилось. Именно таким способом, а я не был даже максимального уровня. Так что для новичков сойдет, на маунта накопить я смог. Тему с чарками, как я мог, я разжевал. Кто попробует углубиться в нее, можете найти алтарь, его обычно ставят люди, поэтому ищите скоп людей и можете побаловаться с алтарем. Он использует мистик руны для смены чарки. Так что смотрите, чтобы эта валюта у вас имелась. Ну что ж, после такой сложной темы, как чарки, которая подойдет не всегда всем, можно подойти к чему-то более лайтовенькому, а именно ко второму способу фарма голды. Это уже будет заработок чистого золота, однако никто не говорил, что это самый эффективный фарм. Второй способ фарма. Фарм инстов. Да, вы не ослышались. Инсты на 5 человек. Просто нажимаем рек в обычный инст и идем фармить. Но в чем суть?
Суть в том, что мы беспощадно нидым абсолютно весь шмот, особенно зеленого качества, а потом уничтожаем после инста все шмотки вендора. Да, вас могут вполне кикнуть за нид зелени, так что способ хоть и простой, но рисковый. Для того, чтобы вы не сидели по полжизни в поиске инста, можете найти себе танка или хила, или можете даже и сами себе сделать такой спек. Каким же образом, если вы уже собрали себе ДД персонажа? Ищем Хроме в Штормграде или Аргримаре. Обычно она стоит у доски приказов. Покупаем у нее престиж свиток, берем с него квест и обнуляем персонажа до 1 уровня, начиная заново выбирать все способности. Но если вы еще не обнулились и вам нравится определенная способность и карта этой обилки у вас имеется, вы можете на 20 уровне прийти в банк, если вы ее там оставили, и использовать ее. Способность у вас это появится. С этого фарма голды по инстам у меня получилось чуть больше, чем с продажи синьки. Если вы уже создали танка или хила, но хотите создать ДД, советую вам накопить таким способом 200-300 голды. Купить Tome of Specialization 2 на аукционе, активировать его. В талантах у вас появится второй спек. И там вы уже расставите таланты, которые вас интересуют. Зачем я вам дал эту информацию, слушаем дальше. Третий способ фарма голды, и по моему нескромному мнению, он оказался самым эффективным из всех. На этом способе я накопил себе пару тысяч голды всего за несколько часов. Интересует? В игре присутствует система режима рисков. Что это такое? Это такая система, при которой у вас резким образом при убийстве хай-левельного моба в open мире может выпасть дорогой предмет. Причем очень легко. Интересует? Режимы рисков существуют такие. Во-первых, начнем с того, где эти режимы вообще меняются. Вам нужно подойти к доске приказов, открыть ваш спеллбук и выбрать вам нужный режим. Есть два режима. Без риска, с английского no risk, и второй режим, высокий риск, с английского high risk. Первый режим, без риска, он включен у всех с самого начала. Я до конца не разобрался, чем отличается риск PvE от PvP, так как что у вас выключенный PvE риск, что PvP риск, один черт ордынцы меня пинали как последнюю псину. Главное вам понять то, что это безопасный режим, с которым бегает общая масса людей, и с ним вы ничего не теряете при смерти. Второй режим – высокий риск, high risk PvP. Этот режим уже поинтереснее. При включении его вы не видите игроков с выключенным риск модом. Однако другие high risk игроки вас видят прекрасно. При этом моде весь лут с мобов, которые вы будете получать, может быть дополнен разными ништячками. Начиная от передаваемой валюты сервера, заканчивая всякими шмоточками, пушками фиолетовыми и так далее. Последнее, кстати, на аукционе можно забрать за нехилые такие бабосики. Естественно, нет ничего супер хорошего без последствия. Если вас убьют с включенным высоким риском, с вас сможет другой игрок забрать часть вещей. Обычно это пару шмоток, надетых на вас, и часть инвентаря. Так что лучше не носить ничего ценного с собой. Естественно, гангать вас будут, и это необратимо. У людей будет очень сильный в основном билд, и шмот из арены БГ. Так что противостоять им у вас не получится. Скорее всего, по вам будут критовать по несколько тысяч, и шансов у вас даже сбежать практически не будет. Что же тогда делать и какие советы я могу дать, дабы избежать жертвования? Первый совет. Если вы замечали при открытии интерфейса персонажа, там написаны циферки голдой. При переводе текста, которого можно понять, что если вы умрете, вы можете такого количества голды лишиться, дабы уменьшить этот показатель, вы можете снять все оружие, что на вас надето, и оставить его в банк. Второй совет. Создайте персонажа с нуля. К примеру, престижните его вторым спеком. Создайте кастера, а не милика либо ханта. В чем суть кастера? В том, что ему не нужен посох, чтобы колдовать. Когда в свою очередь милик или хант очень сильно зависит от надетого оружия. Помните, что вы не Гарри Поттер, который без своей магической палочки ничего не может, а магия вне Хогвартса для самообороны очень даже кстати. Третий совет. Возьмите инвиз и талант ханта, отслеживающий гуманоидов. Давайте по полочкам. Если у вас будет талант ханта для отслеживания, вы сможете заранее увидеть по карте, что где-то рядом игрок. И пора прятаться. А вот инвиз вам в этом очень сильно поможет. В дополнение можете взять какое-то ускорение, сейвы и так далее.
Обычно у меня не получалось убежать после того, как на меня нападали. Однако у меня несколько раз получалось провернуть аферу того, что меня на самом деле не существует. Сам я играю найтельфом, и инвиза как такового я не брал. Но вот слиянию с тенью, в простонародье называют его мелдом, очень даже помогал несколько раз. Даже просто отойти от компании, выходя из игры, можно уйти в бесконечный инвиз и пойти по своим делам, пока противник и сам не уйдет. Разбойника инвиз, кстати, длится 30 секунд. Четвертый совет. Фармите в отдаленных частях локаций. Куда вы считаете добраться не так просто. Например, посреди карты Земли Ключей и даже по бокам меня несколько раз находили. А вот в локации Фелвуд, левее от Винтерспринга, Зимних Ключей, меня люди не замечали. Хоть я их там и находил, однако ни разу не гангали. Пятый совет. Это не быть слишком жадным на высоком риске. Я как делал? Полчаса примерно фармил и уходил камнем на аукцион. Все выставлял и обратно ходил. Делал такие круги, пока у меня не откадешься камень. И я к чему веду? Я как-то раз убил моба, с которого мне выпало сразу же оружие эпического качества. И если у вас есть возможность забить на фарм, например, тот же камень завязать, то несите его сразу же на аукцион. Иначе обидно провафлить оружие, которое могло стоить от 100 до 500 голды. Кстати, насчет оружия. Обычно только фиолетовые стоят нормально голды. Синие же можно и вендору слить. Шестой совет. Не напрягаться сильно из-за профессий. Да, они помогают фармить больше. Однако, если вы не собираетесь фармить на постоянной основе, для того чтобы прибыли было больше, а хотите нафармить на какой-то определенный айтем и забить, то можете так и сделать. Если же захотите фармить чуть больше, то профессии качаются на сервере в рейте X3. А значит, качать вы их не будете полжизни. Седьмой совет. Оставьте весь инвентарь, который вам жалко терять. Купите с аукциона зеленые и синие вещи по дешевке. Не таскайте с собой ничего ценного. Можете даже купить несколько пачек стрел, чтобы при смерти с вас процент вещей упал вместо чего-то полезного стрелы. И вперед фармить. Восьмой совет. Некоторые выбитые вещицы так просто вы не сможете посмотреть в цене. Чтобы узнать примерную стоимость, вы можете убрать последнюю часть из названия и найти похожие предметы на аукционе. В общем, я поместил как можно больше информации, которая вам может понадобиться в этот видеоролик. Если он вам понравился, ставьте обязательно палец вверх. Не забываем подписываться на канал, так как видео многие проходящие посмотреть любят, а вот подписаться уже забывают. Потом меня вам в рекомендации не кидает, и моя полезная информация до вас не доходит. Не забываем про стримы. Их я провожу почти каждый день. Кого интересует, переходим на канал. Может, даже прямо сейчас идет стрим. Ссылка на все полезности будет в описании. На этом я с вами прощаюсь. До новых встреч. До свидания.